Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. И у нас сегодня в доме дилемма. Я хочу овощей, а муж хочет мяса. Сережка, ну как можно не хотеть вот такую вот красоту? Сезонные, сочные и свежие овощи. Давай как-то мириться. Ну, удиви меня тогда, приготовь что-то вкусное. Я знаю, у тебя есть талант к этому. Да, друзья, сегодня предлагаю приготовить вкусный обед или ужин с гарниром, с мясом, с овощами. Все в одной сковороде. Будет просто, быстро и вкусно. Ставьте лайки и начнем. Оп! И начну я с овощей. Баклажан. И нужно его нарезать на тонкие-тонкие слайсы. Сильно тонко не нужно, примерно вот так вот. О, вот такой красавец. Все, продолжаем. Благодарю тебя, муж, за острые ножи. Слайсы перекладываю на тарелку слоем. И сверху немножко подсаливаю, чтобы они пустили сок и стали более эластичными. И этот пусть будет. А кабачок, друзья мои, я попробую натереть на вот такую вот шинковку. Опа! Класс! Одним движением руки получается сразу два пласта. Их даже и солить не нужно. Они уже эластичные, тонкие и готовы к работе. Кабачки также перекладываю на тарелку. Пусть отдыхают. Не буду солить, они и так очень тонкие и податливые. Перцы. Так, друзья мои, с перцами посложнее. Перцев маленьких не нашла, только вот такой вот крупный. Так как он у меня большой, разрезаю пополам. Убираю перегородки. Вот такая вот корзиночка у меня получилась. Здесь проделываю то же самое. Нужно убрать семена. Оп, и удаляю. О, вот такой у меня получился. Красивый. Сочнее будет. Займемся фаршем. У меня 500 граммов свино-говяжьего фарша. Беру одну довольно-таки крупную луковицу. И измельчу ее в блендере. Добавляю лук к фаршу. Друзья мои, ну какое же лето без зелени? Сюда петрушка. Добавлю красного остренького перчика для мужа. Острые ощущения. Соль по вкусу. И сюда же, друзья, одно яйцо. Все хорошо перемешиваю. Угу. Самое лучшее это сделать руками. Отбивать. Не нужно отбивать. Здесь у нас яйцо. И так фарш останется нежнее и сочнее. Фарш готов, овощи тоже. Займемся, друзья, вкусной зажаркой. Сковородку на огонь. Опа! Добавлю кусочек сливочного масла. Сюда же растительного. Пусть хорошо нагреется. А я этим временем беру лук и мелко нарезаю. Выкладываю лук. Немного сахара. Пол чайной ложечки примерно. Соль. Перемешиваю и обжариваю до мягкости и легкой румяности. Хочу еще для аромата добавить пару зубков чесночка. Вот такой. Просто порублю его. И сюда. Пусть дружится все вместе. Все. Не буду ничего ждать. Так вкусно пахнет, друзья. Разыгрался аппетит. Морковь нарублю. Она вот такие вот брусочки. И вот так. И сразу в сковородку. Пусть здесь вместе дружится. Продолжим с овощами. Беру баклажан. Немножко обмакну его, чтобы он не был таким мокрым. На доску. Фарш. Сверху. И смазываю. Побольше фарша. Сережечка,
Овощи нужно тоже есть, побольше фарша. И сворачиваю в рулет. И на тарелку. Вообще шикарно. Ставьте лайки, друзья, а я слежу за подливкой. Ой, вовремя. Ля-ля, тополя, ля-ля, тополя. Солнышко, туши газ. Сережечка, показывай мои любимые помидорки, которые я, друзья мои, я уже рецептом делилась. Это сливки в собственном соку, в томате. Я прямо на тарелке их нарежу на кусочки. Я люблю, когда в подливке такие фрагменты попадаются. И все ж веселее, чем просто томатный сок. Я просто знаю, что они вкусные. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео, друзья мои. Попробуйте. Я сколько банок не закрою, всегда мало. Все. Пальчики оближешь. И сюда. Со всеми соками. Перемешиваю. И пусть здесь себе булькает. Ну, а мы продолжим. Кабачок. Оп. Фарш. А новыми котлетами хочешь поделиться с нашими друзьями? Без хлеба, без кабачков и картошки. Пишите в комментариях. Хотим. Значит, поделюсь. Готово. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Но и остались перцы наши. Берем и наталкиваем. И вот сюда. Посмотрим, что наша зажарка, друзья. А уже все прекрасно. Лишняя жидкость выпарилась. Томаты даже поджарились. И сейчас наливаю водичку. А так, прилично водички. Добавлю немного соли по вкусу. И что, друзья мои, хочу сделать? Добавить риса будет и гарнир, и основное в одной кастрюле. У меня рис уже промытый, подсушенный немножко. А вот так вот, примерно полстакана. Снова перемешаю и дам хорошо закипеть, чтобы рис не пристал ко дну. Когда хорошо закипело, снова перемешиваю. И начинаем, друзья мои, вытворять. В серединку выкладываю перцы. Поместим их сейчас. И начинаю их обкладывать рулетиками. Баклажан. Вот это натюрморт. Угу. Сейчас это все вместе пустит сок, напитается вкусной подливой. Рис тоже приготовится. Я уверена, это будет очень вкусно. Лавровый лист в серединку. И 2 веточки розмарина. Тоже сюда вот так вот. Куда же тебе веточка, чтобы ты благоухала? А вот так, друзья, я думаю, будет в самый раз. Накрываю крышкой. Делаю чуть больше нагрев. Где-то 4-5. Все, пусть потихонечку томится, насыщается ароматами, вкусами. Ой, и будем вкусно обедать. Друзья, прошло 40 минут. Ароматы стоят просто потрясающие. Оп! Оп! Какая красота, солнышко. Да, Сережечка, красота да красота. Хочу сказать, что серединка приготовилась отлично, а краешки остались сырыми. Это почему же так? Девочки, хозяюшки мои, мне нужна ваша помощь. Как готовить на этих индукционных плитах? Я так понимаю, что кастрюля вок не подходит до индукции. Нет соприкосновения полного. И края получаются сырыми, а середина полностью готова. Даже ставили на меньшую комфорку, то же самое. Я столкнулась с таким в первый раз. Никогда не готовила на индукции, и вот такое вот чудо приключилось. Буду рада вашим советам полезным, вашему опыту, который напишите в комментариях. Ну как-то же нужно дальше готовить, творить и вытворять. Но это, друзья мои, не испортит мне настроение. Сковородку на огонь, рядышком, оп, беру ложку и аккуратно все перекладываю. Прям с подливкой этой будет тушиться у меня в сковородке. Потому что оно так вкусно пахнет. Да-да. Ни один канал такое не покажет. Да, друзья мои, вам никто такого не покажет.
Как выходить из ситуаций? Ну а что делать? Ну вкуснятина же. Середина варится, а это стоит. Это в серединку. В общем, это доварится здесь, а это доварится здесь. Водички можно чуть добавить, солнышко. Не надо, Сережечка, достаточно здесь соуса. Вот сюда. И накроем крышкой. Ну а эту? А тут крышки даже нету. Крышки даже нету. Даже крышки нету. Ну а тарелка подойдет же. Вот так. Да, да, тарелка подойдет. Накрываем тарелкой и тушим. Давай, Сережечка, уже есть хочется. Мы все-таки сделали это. Посмотрите, какая красота. Как же это вкусно пахнет. Берем праздничные тарелки, друзья мои. Оп. Какие красавцы. Оп. Наконец-то мы поедим. Да-да. О. Благодаря твоей мудрости, Анютка. Пожалуйста, Сережечка, наслаждайся. Сейчас тебе соуса. Соус бесподобный получился. Чем не ленивые голубцы? Все-таки мы справились, друзья мои. Пробуем. Все прекрасно здесь у нас уже приготовилось. О, сейчас видно, что мягенько все. Да, ой, посмотрите, как сочно. Сочно-сочно. Сметана. Дуем. Во. Ты у меня гениальная женщина, Анютка. С любой ситуации можешь найти выход. Друзья, благодарим вас за внимание. Ставьте лайки. У нас получилось и правда очень вкусно, хотя немножко с конфузом. Пишите в комментариях, как вы выходите из положения. Делитесь своими полезными советами по поводу индукционных плит. Ну а мы будем обедать. Вкусно получилось. Ну а я всем пожелаю мирного неба, счастья, здоровья и благополучия. Ну давай мне тоже насыпай, Анютка, я тоже буду пробовать. Сережа, вкусно со сметаной, вообще просто песня. Приятного тебе аппетита. Уже остыла немножко.